Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном. 10 место. В очках Тэйхёна отображается любовь. 15 июля Тэйхён решил исполнить мечту армии и вышел в прямой эфир в Инстаграм. На лбу у него были надеты очки, и мы смогли кое-кого рассмотреть. У Тэйхёна не получалось настроить эфир, и Чингук без замедления сам подошел к нему, чтобы помочь. Чингук говорит: но вот там нельзя, имеет в виду делать эфир. Тэйхён: поэтому я и здесь. Чингук: нет, Тэйхён, я буквально только что сделал это здесь. Чингук: я не знаю, смеется и уходит. Чингук в комнате Тэйхёна отражается в очках, и это так сокровенно. Когда что-то не получается, близкие люди всегда приходят на помощь. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему неуважительное отношение к Тэйхёну. Тэйхёна пытаются сделать изгоем. Так ли это на самом деле? Разберемся. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Аккаунт Чингука в Инстаграм. Чингук вернулся в Инстаграм и рассекретил свой личный аккаунт, только для того, чтобы вести трансляцию с Тэйхёном. Не знаю для кого как, а для меня это настоящий поступок. Вряд ли бы он это сделал, если бы не Тэйхён. Инстаграм Чингука с ником «Меня зовут Чингук» превысил отметку в 7 миллионов подписчиков за одни сутки. Он подписался на всех мемберов. Чингук: привет, это мой новый Инстаграм. Это новый аккаунт JK для лайвстримов. Я сделал этот аккаунт специально для мультилайвов. А мы-то прекрасно знаем, что аккаунт был создан еще в январе. Они с Тэйхёном сидят и мило смеются, как будто так и есть. Ребята пытались выйти в эфир втроем с Намджуном, но у них не получилось, и они переместились на Виверс. Этот человек буквально все делает ради Тэйхёна. Он ведь мог спокойно подключиться с аккаунта Бама, но нет. Он засветил свой собственный новый персональный профиль. Просто потому, что Тэйхён позвал. Вот она любовь. 8 место. Любовь – это побаловаться с ним в прямом эфире. Когда Вигу порознь, они в основном достаточно серьезные, но как только они собираются вместе, они тут же превращаются в озорных мальчишек. Тэйхён начал зеркалить камеру. Чингук это заметил и тоже стал так делать. Один что-то придумает и сделает, и другому нужно обязательно это же повторить. Всегда на одной волне. 7 место. Реакция Намджуна на Вигу. Кажется, мы стали забывать, как Намджун счастлив, когда эти двое шалунишки начинают флиртовать. Намджун видит, как они опять стреляют глазками, светятся от общения друг с другом и больше не улыбается.
Кажется, что он осознал, что его опять ждет. Боже, это очень смешно. Намджун, ты там держись. У лидера служба продолжается. С этими сорванцами день за 3 считается. Говорили, стань лидером, будет легко. Просто мысли Намджуна всегда. Все как в старые добрые времена. Но все же какое-то счастье для нас, что парни, повзрослев и пройдя армию, остались такими же игривыми и веселыми. 6-е место. Тэхён убежал от Чимина к Чонгуку. Когда парни были в эфире вчетвером, Намджун и Чонгук в одной комнате, а Чимин и Тэхён в другой комнате, то Тэхён, недолго думая, решил убежать к своему зайчику. А Чимину он сказал, что нужно отлучиться в ванную комнату. Вот же хитрец! Хотя Чимин сначала хотел оставаться в комнате Чонгука и Намджуна, но ребята попросили его присоединиться к Тэхёну, видимо, чтобы тот не скучал. Но вы посмотрите, как отреагировал Чонгук. Он внезапно замер, и его губы нежно расплылись в улыбке при виде Тэхёна. Чимин, конечно же, был в шоке, а Мишка так пособственнически закинул свою руку на Чонгука и смеется. Тэхён мигом оживился, как только его рука коснулась любимого, заметили? И меня удивляло, как Чонгук смиренно держал Тэхёна, когда тот чуть ли не заваливался на него. Он даже вида не подал, что ему неудобно. Такое он готов делать только для Тэхёна. 5-е место. В объятиях любимого. Чонгук так плавно и естественно скользит в объятия Тэхёна, а для самого Тэхёна обнимать Чонгука – это словно самый привычный жест. Это выглядит невероятно гармонично, и мне кажется, что Чонгук даже слегка покрылся румянцем. В тот момент у них явно было жарко, такие эмоции витали в воздухе. А то, как Тэхён нежно и плавно положил руку на талию Чонгука, это невероятно. Эти моменты теперь одни из моих любимых. Слишком уж все эмоционально и нежно, и я чувствую взаимное притяжение. Хочется пересматривать эти кадры 100 раз, честное слово. 4-е место. Тэхён знает о Чонгуке все, даже то, чего сам Чонгук не замечает. Тэхён так внимателен к Чонгуку, что запоминает все, что связано с ним, даже какие-то, казалось бы, не столь значительные вещи. Тэхён. Чонгук начал заниматься с весами совсем недавно, пока что недолго. А сколько времени прошло? 2 месяца? Чонгук отвечает: не знаю. Наверное, с того момента, как ты начал всерьез. Тэхён. Думаю, примерно 2 месяца. Или 2,5 месяца. Это очередное подтверждение, что и в армии они всегда были на связи. А еще ребята сообщили, что Тэхён у них теперь настоящий спортсмен, который сильнее всех. Намджун. Ким Тэхён сильнее меня. Чонгук. Меня тоже. Вот вам официальное подтверждение от Намджуна и Чонгука. Теперь в темном переулке Чонгуку будет не страшно гулять с Тэхёном. А раньше мы говорили наоборот, что Чонгук у них скала и сила. Хотя они оба теперь 2 скалы. 3-е место. Тэхён подшутил над Чимином. Когда я вижу Вигу, которая дурачится и проказничает, то сразу вспоминаю лайв по случаю их возвращения из армии. И то, что они сказали, что стали очень серьезными. А потом вижу это. Тэхён. Чимин, подожди минутку, подожди. Чимин.
Почему? Тэхён, ради этого. Выключая Чимина из эфира, все заливаются смехом. Это действительно смешно. То, какой Чимин доверчиво сидел и ждал чего-то важного, а его просто выключили. Любят наши мальчики пошутить. Но без наших проказников было бы скучно. Как хорошо, что они не стали серьезными. Второе место. Заботливый Гуки. Чонгук разговаривает с Тэхёном только самым мягким голосом и беспокоится о его комфорте. Чонгук говорит Тэхёну: «Тэхён, тебе должно быть неудобно, посиди здесь, я пойду в ванную, сейчас вернусь». 네, 형이 앉아 갔다 화장실 좀 갔다. Чонгук так нежно только с Тэхёном говорит. Во всяком случае, я не слышала, чтобы он говорил таким голосом с кем-то еще. А Мишка сидел на том узком подлокотнике, лишь бы рядом с Чонгуком. Ну какие же они влюбленные. Первое место. Чонгук послушный парень Тэхёна. Тэхён по окончанию эфира просит Чонгука попрощаться с поклонниками. И это так забавно и мило. Тэхён обращается к Чонгуку: «Скажи пока». Чонгук послушно говорит: «Пока». Тэхён сказал, Чонгук сделал. Какой милый момент. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!